Действительно ли Чимин в панике позвонил Тэхёну после откровений Бан Шихёка о здоровье Чингука? Скрытая правда, потрясшая армию по всему миру, действительно произошла после шокирующих слов Бан Шихёка о состоянии Чингука. Почему Чимин сразу же связался с Тэхёном, узнав, что Чингук плохо себя чувствует по прибытии в Корею? И что же так измотало Чингука после посещения мероприятия Calvin Klein в Нью-Йорке, что его состояние вызвало беспокойство у самых верхов HYBE? Эти вопросы сейчас бурлят с невероятной интенсивностью, вызывая буры домыслов и эмоциональное потрясение среди миллионов поклонников BTS по всему миру. Новость о прибытии Чингука в Корею в заметно ослабленном состоянии разожгла дискуссии, которые никак не утихают. В тот момент, когда Бан Шихёк, основатель HYBE и человек, который шел с BTS с самых первых шагов, ясно дал понять, что здоровье Чингука не в порядке после возвращения с мероприятия Calvin Klein в Нью-Йорке, атмосфера как в местных, так и в международных СМИ мгновенно изменилась. Эти слова прозвучали не как мимолетный комментарий, а как серьезное предупреждение, как будто за усталой фигурой Чингука скрывалось нечто более глубокое и тревожное. А затем последовала самая душераздирающая подробность. Чимин, участник BTS, которого чаще всего называют старшим братом Чингука, не смог сдержать страха и эмоций. По словам близких источников, Чимин напрямую связался с Тэхёном вскоре после публикации заявления Бан Шихёка. Почему Тэхён? Почему не связаться с Чингуком напрямую? Боялся ли Чимин, что Чингук слишком плохо себя чувствует, чтобы ответить на телефон? Или он знал что-то, чего фанаты до сих пор не до конца понимают? Вопросы бесконечны, но ясно одно: за каждым заголовком кроется история тревоги, дружбы и братства, которая гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Ситуация начинается с долгожданного появления Чингука в Нью-Йорке на показе Calvin Klein. Как всемирный посол бренда, Чингук должен был блистать, и он сиял. Камеры фиксировали каждое его движение, каждую улыбку, каждый шаг на подиуме. Поклонники выкрикивали его имя. Мировые СМИ гудели от восхищения, а модные критики называли его появление непревзойденным. Однако за ослепительным светом и вспышками камер скрывалась реальность. Чингук выкладывался на полную. За гламуром Нью-Йорка поползли слухи, что он мало спал, совмещая не только профессиональные обязательства мировой звезды Calvin Klein, но и изнурительную подготовку к следующему крупному проекту BTS. Может быть, ослепительные кадры с мероприятия скрывали гораздо более хрупкую истину? Неужели Чингук молча переносил физическое истощение, продолжая при этом отдавать все своим поклонникам? К тому времени, как Чингук вернулся в Корею, очевидцы описывали его как заметно измученного, шаги замедлились, выражение лица стало тяжелым, а его обычно лучезарная энергия заметно померкла. Поклонники в аэропорту, которых он обычно встречал теплыми взмахами рук и харизматичными улыбками, были шокированы, увидев, как его тихо провожают, и его поведение явно намекало на что-то неладное. И тут заговорил Бан Шихёк. В его голосе слышались одновременно властность и тревога, когда он признался, что Чингук не в лучшей форме после возвращения из Нью-Йорка. Это было не случайное замечание. Это было серьезное заявление, которое сразу же вызвало дрожь в фандоме. Если сам Бан Шихёк решил публично рассказать о здоровье Чингука, то, безусловно, проблема была серьезнее, чем кто-либо осмеливался признать. Для Чимина эти слова, должно быть, были невыносимы. Он всегда был тем, кто глубоко переживал за участников группы. Его часто видели поправляющими их наряды, проверяющими микрофоны или защищающими их. Поэтому неудивительно, что он был одним из первых, кто отреагировал эмоционально. Тот факт, что он сразу же обратился к Тэхёну, а не к Чингуку, добавил еще один уровень интриги. Почему именно к Тэхёну? Некоторые предполагают, что Чимин знал, что Тэхён был ближе всего к Чингуку в тот момент, возможно, даже физически рядом с ним, и мог предоставить более точную информацию о его здоровье. Другие считают, что Чимин, опасаясь, что Чингук может быть слишком слаб или уснуть, решил не беспокоить его напрямую. Тем не менее, появилась еще одна теория. Было ли между Чимином и Тэхёном изначальное понимание, молчаливое соглашение всегда вместе заботиться о Чингуке в критические моменты? Какова бы ни была причина, звонок, как сообщается, был пропитан сильными эмоциями.
Голос Чимина, который инсайдеры описали как дрожащий, был полон беспокойства, когда он спросил Тэхёна об истинном состоянии Чингука. Сможет ли Тэхён его успокоить? Или молчание Тэхёна говорило громче слов, подтверждая, что Чингук действительно сильно истощен? Этот момент, личный разговор между Чимином и Тэхёном, теперь висит в воздухе, как загадка, ожидающая разгадки. Поклонники начали связывать точки, пересматривая видео из аэропорта, анализируя тон голоса Бан Шихёка и выстраивая временные линии от мероприятия Кэлвин Клейн до обратного рейса Чингука. Каждая подсказка добавляет истории веса, но ни одна из них не дает той утешительной уверенности, в которой так отчаянно нуждается армия. Связь между Чимином, Тэхёном и Чингуком всегда была одной из самых трогательных в отношениях BTS. С самых первых дней, когда они были подростками, тренирующимися в HYBE, и до их стремительного взлета на мировой сцене, эти трое участников часто считались опорой друг для друга. Чимин, заботливый, Тэхён, душевный и наблюдательный, и Чингук, самый младший, чей безграничный талант часто делает его объектом как похвалы, так и давления. Когда один колеблется, другие быстро его подхватывают. Может ли этот момент, отчаянный звонок Чимина Тэхёну, стать еще одним свидетельством этой нерушимой связи? Эмоциональная тяжесть ситуации вызвала бесчисленное количество реакций в интернете. Армия в Твиттере, ТикТоке и на форумах выражает самые разные эмоции, от паники до глубокой обеспокоенности. Хэштеги, такие как решетка Гител Саонинкаак и решетка Протицтюнкаак, стали популярными в течение нескольких часов, а фанаты требовали от HYBE более прозрачной информации о его здоровье. Другие шлют Чимину и Тэхёну искренние послания, благодаря их за то, что они всегда были рядом с Чингуком в моменты, когда ему казалось, что мир слишком тяжел для него одного. Но эта загадка все еще не дает покоя. Что именно Тэхён сказал Чимину во время того звонка? Успокоили ли его слова страхи Чимина, или же они подтвердили их? Поделился ли он подробностями, которые еще не стали достоянием общественности, подробностями, которые могли бы объяснить мрачный тон Бан Шихёка и изможденный вид Чингука? Тишина после заявления Бан Шихёка была оглушительной. Поклонники не ожидали столь прямого, столь откровенного комментария от человека, который обычно тщательно подбирает слова. Годами Бан Шихёк считался тихим архитектором успеха BTS, отеческой фигурой, которая редко появлялась в центре внимания, если в этом не было необходимости. Так почему же он решил заговорить на этот раз? И почему именно о здоровье Чингука? Было ли это проявлением беспокойства, чем-то, что он не собирался выносить на публику? Или это был преднамеренный сигнал, сообщение армии о том, что увиденное ими в аэропорту было не просто усталостью, это был призыв к отдыху, мольба понять, что даже самые сильные айдолы — люди. Шоковая волна быстро распространилась. Корейские СМИ подхватили заявление, западные последовали их примеру, и через несколько часов имя Чингука оказалось во всех трендах социальных сетей. Самым душераздирающим был не сам факт его болезни, а образ, который фанаты запечатлели в своих головах. Чингук проходит через зону прилета, его обычно уверенные шаги сменились чем-то более медленным, более хрупким, более человечным. И посреди этой бури звонок Чимина Тэхёну приобрел почти мифическое значение. Какими словами они обменялись? Дрожал ли голос Чимина, когда он спросил, с Чингуком все в порядке? Медлил ли Тэхён перед ответом, зная, что любые его слова либо успокоят сердце Чимина, либо разобьют его вдребезги? Одной только мысли об этом разговоре было достаточно, чтобы породить бесконечное количество фанатских теорий. Одна особенно эмоциональная теория захватила воображение многих армий. Чимин, не в силах сдержать слез, умолял Тэхёна присмотреть за Чингуком, пока не увидит его сам. Фанаты представляют, как Тэхён успокаивающе кладет руку на плечо Чингука и тихо шепчет, словно давая обещание не только Чимину, но и всем армии: «Не волнуйся, я позабочусь о нем». Но могло ли это произойти на самом деле? Неужели эмоциональные связи между участниками группы были настолько сильны, что даже телефонный звонок мог сравниться с братством? Еще одна подсказка кроется в выборе времени. Показ Кэлвин Клейн Чингука в Нью-Йорке был не просто очередным модным выходом. Это была мировая сцена, потребовавшая недель подготовки, долгих часов примерок, репетиций и пресс-конференций.
Фанаты начали составлять расписание, основываясь на данных о рейсах, фотографиях папарацци и интервью. Они выяснили, что Чингук провел почти 48 часов практически без отдыха перед обратным рейсом. Добавьте к этому смену часовых поясов, эмоциональное напряжение от представления BTS на столь престижной сцене и долгий перелет обратно в Корею. Неудивительно, что его организм, возможно, достиг предела своих возможностей.